Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад в знаке судьбы. Февраль 2025 года. Что откроется? Что прояснится в феврале для вашего знака зодиака? Давайте раскроем позиции карт. Останемся, безусловно, реалистами. Любой прогноз, расклад не передаст вашу личную историю или ваши ощущения. Но я надеюсь, что мы с вами проведем приятное время. И вы люди очень интуитивные, и поэтому вот эта метафора карт, вы ее сумеете переложить на обстоятельства вашей жизни. И, может быть, пазл какой-то сложится. Или в целом энергетика для вас будет на февраль более понятна. Итак, давайте узнаем. Я же вас хочу пригласить на свой сайт. Я оставлю ссылку в описании под видео, прочитать гороскоп, планетарный гороскоп на 2025 год. Он для вас обещает много хорошего. Для вас это действительно совершенно иные энергии. Это сочетание спокойствия, самодостаточности, благополучия, и денег. Итак, что откроется, что прояснится в феврале для скорпионов? И знаки судьбы. Увяжем эти две карты или значения воедино. Далее. Какое дело вы считали уже закончилось, или вы в чем-то сами поставили точку, а выяснится, что это запятая или многоточие. Иными словами, что будет продолжаться. И какие возможности придут на ваш порог или в вашу жизнь. Какая тайна откроется? Или какую правду вы узнаете? Что вам нужно знать, важно знать? И вот то, что нужно знать, мы разложим на 3 позиции по энергиям. Первая у нас будет карта «Энергия дома». Что в вашем доме? Или связано с местом вашего проживания, пребывания. Энергия любви, энергия денег и ваших достижений. И последнюю карту как совет, что вам помогает. Откроем в самом конце. Что же откроется? Что прояснится? Правда что-то прояснится? Придет какая-то новость? Или будет подписан важный документ? Или какое-то соглашение? Какая-то правда, тайна может открыться. Но у кого-то эта тайна будет связана с высокими инстанциями. Может быть, все-таки мечи, у кого-то, я допускаю, вопросы в суде, может быть. Или это связано, тоже с какими-то очень важными вехами в вашей жизни, которые в конечном итоге можно свести либо к юристам, адвокатам, высоким чиновникам, представителям власти, и все это увязать еще с каким-то документом, либо вы подводите какой-то итог. Это может быть, конечно, что откроется, как правда, как теперь действовать вы будете, или в каком направлении вы будете развивать отношения, или это пусть по работе, ваш бизнес вы будете развивать. Но я всегда называю туз мечей, это как выход из лабиринта. Вот если был какой-то в вашей жизни, мои дорогие скорпионы, лабиринт, он завершается. Где-то вы завершаете это сами, потому что прежде, даже если мы блуждали где-то по этому лабиринту, видимо, любые шаги были были не напрасны, и теперь вы приобрели какой-то опыт, и теперь вы не повторяете каких-то ошибок. Для вас какая-то ситуация, она абсолютно точно ясна. Давайте знаки судьбы узнаем, что же это за знак судьбы. Правда, тут уже конкретное направление. И вы, кстати, можете изменить некоторое направление, если вы собирались куда-то переезжать. Вы можете изменить направление по бизнесу и с большими для себя объемами какой-то новый путь проложить или новое партнерство. Для кого-то из вас это может быть связано с тем, что вы просто меняете работу, если вы работаете по найму, и могут поступить какие-то предложения неожиданные. Здесь для вас вообще как новая веха открывается, и, может быть, это потребует от вас совершенно новых энергий. Для кого-то из вас это буквально обучение проиграется. То обучение, когда, может быть, и придется сесть за парту, я не имею в виду университеты, может быть, это как освоение новых навыков, скиллов,
какие-то онлайн, может быть, даже курсы, когда вы понимаете, да, вот мне по какому-то вопросу теперь именно новые знания нужны. Возможно, вы осваиваете новые цифровые технологии или любые другие технологии, учитесь связать, как мне, свой бизнес, который был офлайн, а теперь перевести его, к примеру, онлайн. У кого-то так проиграется. Ну, у кого-то это изучение языков, потому что именно знание языка вам поможет осуществить какой-то ваш проект. Есть в чем-то учеба, безусловно. И вот этот как выход из лабиринта. Мы выходим из какой-то темноты, мои дорогие, и это нам требуются новые энергии. Или новые, в некотором смысле, наши действия, в новой концепции. Нам себя перестроить опять же приходится. И мы допускаем, что мы чего-то не знаем. Мы готовы учиться. Так вот, знаки судьбы. Тебе придется учиться, Скорпион, или осваивать буквально новые технологии. Или для себя, может быть, для кого-то из вас это как личная жизнь, новая история личной жизни. Может быть и так. И тогда это будет как новое общение, новое взаимодействие. Может быть, с новым человеком. Может быть, какая-то история, которая была, хоть нам тут не совсем про личную жизнь карты говорят, но все же мы все разные. И лабиринт у каждого был тоже свой. Тогда карта нам будет говорить, над отношениями придется работать. И где-то учитывать чаяние партнера или строить новые отношения в новой концепции отношений. Не повторяй какую-то ошибку, которая у тебя была в прежних отношениях. Может быть и так тоже. Давайте мы с вами узнаем, какое событие или дело, в чем вы поставили точку, будет означать продолжение. Ох. Вот раньше, как солнце выпадало, так и прекращали все прогнозы. И говорили: иди, у тебя будет все хорошо. Ну, понятно, на 100% у нас не бывает все хорошо, будем реалистами. Но даже если сейчас патовая ситуация, да, вы найдете не один вариант. А вообще это карты радости, счастья. Здесь правда что-то у вас может быть строится с какими-то новыми возможностями. Или вы сами видите эти возможности все же. Выход из лабиринта каждый осуществляет, ну, где-то сам в одиночку. Но вы вышли из лабиринта, и перед вами солнце, возможности, ясность по какому-то вопросу. Давайте мы откроем, какие же возможности придут на ваш порог. Опять же, Паш мечей говорит о том, что учиться нам придется. Нам придется в новом направлении двигаться. По этой карте вам придется совмещать очень разные где-то энергии в себе, как иррационализм, так и, может быть, эмпатию. В феврале месяце ваши где-то эмоции, когда вы будете с кем-то не согласны, с одной стороны, могут рваться наружу, но будет важно очень, ну, с другой стороны, я могу сказать, что вам и не захочется где-то проявлять определенную активность или настаивать на своем, или брать какой-то реванш, потому что вам это может просто надоесть, или вы можете понимать, что да нет, я просто себе не хочу навредить, и поэтому моя активность сейчас, это значит, сейчас каких-то дров наломаю, а потом начну героически разбираться с какими-то проблемами. Я не хочу себе навредить. Вот, наверное, поэтому, или это основная мысль, которая может вами руководить при принятии каких-то решений. И решение будет принято несколько необычно, нежели вы бы это сделали, может быть, еще в 2024 году. Здесь, правда, возможности приходят. Или вы сами по себе видите как раз эти новые возможности там, где вы их не видели прежде. Потому что Паш мечей – это новое направление. Это когда мы как раз понимаем, что-то изучили и поняли, что да, если буду действовать как прежде, ничего не добьюсь. Или какой-то сложный путь прошел, или какой-то опыт у меня тоже имеется, и больше я его не хочу повторять. Мы меняем себя сами, потому что желаем, чтобы какая-то прежняя разрушительная или разочаровывающая ситуация навсегда завершилась в нашей жизни. Какую тайну вы узнаете или какая правда откроется? Вы знаете, вы можете действительно узнать о том, что, допустим,
У кого-то это может быть не с вами связано, а с каким-то человеком. Приходит новость, и вы понимаете, что у человека какая-то сложная ситуация сложилась. Или когда вы сами, мои дорогие, понимаете и себя благодарите за то, что выстояли какой-то сложный период жизни, или решили сложный вопрос, или в какой-то ситуации запутанной вы себя остановили эмоционально, не пошли на волне эмоций, теперь вы себя можете благодарить, что что-то не разрушили. Вот правда. Потому что по аркану башня всегда идет, ну, как или опасность, или какое-то разрушение. Может быть, для кого-то из вас какая тайна откроется, тут напрямую вы узнаете, что есть подзаконный акт, оформить какое-то дело или вопрос – то, что прежде по закону было сделать невозможно. Или выходят поправки к закону. По сути дела, это и называется подзаконный акт. Все же башня нам часто помогает, потому что это прообраз тюрьмы. Когда-то первые колоды карт обрисовывали именно ограничения, пытаясь нам передать, что ты прежде словно был в каких-то оковах. Так вот эти оковы буквально они рушатся. Какую тайну ты узнаешь? Да, здесь вы узнаете, действительно, какая-то новость приходит, она неожиданна. Может быть, что-то и завершается, заканчивается. Но тогда для вас, мои дорогие скорпионы, это вы облегчение почувствуете, что прошлое больше меня в тисках не держит. Я теперь свободен или свободна. И поэтому, какова бы ни была эта новость, или пусть это какое-то событие, которое для нас приходит неожиданно, но оно приносит для вас освобождение или какие-то добрые вести. Они могут приходить как событие даже от какого-то человека. Здесь для вас, знаете, как переживание какого-то человека или для кого-то камни с неба, мои дорогие скорпионы, а для вас это благо. Я такое тоже могу допустить. Потому что для кого-то это будет башня, а для кого-то из вас это будет выход из лабиринта к солнцу. Здесь может быть и внешние какие-то события, которые тоже будут оказывать на вас влияние. Или события непреодолимой силы, но для вас это все равно будет путь к солнцу. Парадоксальные карты. Давайте узнаем, что же важно знать или нужно знать. Не останавливай себя сам. Восьмерка мечей – это только наше ограничение. Это у нас завязаны глаза, и мы смотрим вглубь себя. Это ненужная глубокая философия, поэтому у вас все будет стоять у причала каждого дня февраля. Будьте реалистами, менять направление или воспользоваться каким-то удачным моментом, случаем и изменить свою жизнь в направлении Солнца, в направлении совершенно более новых, счастливых, добрых энергий, потому что мы можем себе сказать: нет, этого не будет никогда. Или вы можете себе сказать: я так не буду поступать, потому что я так никогда не действовал. А действовать нужно по-другому. Заканчивается какой-то прошлый период, и с ним заканчиваются ваши прежние методы либо отношения к кому-то, к чему-то, либо для кого-то прежние методы работы, занятости. Но правда, перестраивать себя. Вот давайте мы... Вот это своеобразное прощание с прошлым. Какие энергии нам раскроют последующие карты? И первая – энергии дома. Правосудие. А правда, у кого-то могут быть по части дома, недвижимости, какие-то важные согласования в высоких инстанциях, могут быть имущественные споры в суде, о чем нам говорит этот старший аркан. Максимально упорядочи свою жизнь, Скорпион, в согласии с законом. У тебя какой-то лабиринт, ты из него выходишь. Да, тут, если ты соблюдаешь закон, тогда и закон будет работать в отношении тебя как защита. Всегда это карта причины и следствия, поэтому могут еще возвращаться или быть нерешенными вопросы по части недвижимости, жилища или каких-то важных согласований. Может быть, у кого-то это как имущество или где-то деньги. Мы можем тоже переложить дом, да, на какую-то материальную составляющую. Тогда прими во внимание, что если, допустим, энергия, к примеру, вашей декларации, вот я перейду на нашу земную уровень или земную жизнь. Ведь декларация – это что? Мы декларируем где-то наш доход, и подразумевается тоже наша недвижимость, да?
Тогда и карта правосудия – это когда мы что-то согласовываем с бумагами и опять же по закону. Тогда вам нужно что-то составить или создать красиво. Какой-то документ или подписание каких-то договоров, может быть, по части крупных сумм или вашей ответственности, подведем вот в целом эти энергии. Оно должно, да, согласовываться с законом, но оно вам не должно еще и навредить. Вы не можете сделать, как есть в Беларуси такая поговорка: сделать лишь бы что или абы как. То есть, ну, что-то ненадежно, что-то неустойчиво. Вам нужно немножко быть, ну, прозорливым, внимательным, задавать себе вопросы или не жить одним моментом, а научиться просчитывать на пару шагов вперед, чтобы какая-то обратка по части денег, каких-то соглашений, важных документов, может быть, составление деклараций, подписание, может быть, и банковских каких-то документов или соглашений, или обязательств, ну, все что угодно, оно было просчитано вами на какой-то последующий период. Вот такие энергии. Давайте посмотрим энергии любви. Паж кубков. Радость. Приятные эмоции, хорошее настроение, у кого-то новые отношения. Может быть, отношения сложились недавно. Для кого-то из вас знакомство может проиграться с человеком, который моложе вас. Или это новые отношения, они уже состоялись, которые будут продолжены. Это, в принципе, карта может говорить для союзов семейных. Это как новое вдохновение для ваших отношений, которые, может быть, ну, где-то так подуныли. Такое тоже может быть вполне добрая энергия, в принципе, на любовь, на личную жизнь. И это еще и карта искренних отношений. Поэтому самые позитивные моменты на личную жизнь в феврале месяце. Если вы один или одна, выходите из этого одиночного лабиринта, мои дорогие скорпионы. В 2025 году у вас будет возможность по-настоящему быть счастливым. Но, может быть, через обучение, когда вы решите поменять свой социум действительно и куда-то отправитесь что-либо изучать, вы как раз можете познакомиться или через ваше хобби, или начнете путешествовать, мои дорогие. Расширять нужно контакты для того, чтобы вам судьба подарила важную встречу. То есть какие-то действия ваши тоже должны быть предприняты, чтобы использовать эти добрые энергии. Ваши достижения и деньги. Тоже говорят, будь готов к неожиданностям. Карта ускорения, кстати, поэтому какие-то ситуации по выходу из лабиринта словно они заканчиваются, и вы можете прочувствовать, ну вот мне нужно быстро предпринять какие-то действия. И вы не можете что-то отложить на потом, по вашей работе, может быть буквально по деньгам, по каким-то согласованиям. У вас будет удачный момент, которым именно нужно воспользоваться в данный период времени. Отложите на завтра, а завтра момента не будет. Поэтому возможности к нам приходят иногда криво или каким-то альтернативным путем. И вот именно это будет важно знать и не упустить. Может быть, не раздумывать долго, самому себе не говорить этого не может быть, потому что не может быть никогда. Или я так раньше не поступал, а карта тогда нам будет говорить рыцарь жезлов. А вот освободись от того, что ты делал раньше. Тут тебе как раз какие-то новые методы будут помогать больше, нежели ты сидишь буквально и сам для себя выстроил вот этот забор и чего-то ждешь. Вот тут нечего ждать, если вам пространство, вселенная откликается какими-то новыми возможностями. А они, несомненно, в феврале у вас будут, мои дорогие скорпионы. Держите руку на пульсе. Что вам помогает? Нечего добавить. По сути, это ваша карта. Единственное, я скажу, мои дорогие девочки, кто смотрит меня сейчас, и именно знак Скорпиона, прекрасная половина человечества, вы будете очень притягательны для противоположного пола. С вами захочется дружить, узнать вас поближе, мои дорогие. Это буквально карта говорит о том, что к вам кто-то, может быть, испытывает сильную страсть. В вашем отношении какие-то могут быть проявлены ухаживания, а для мужчин эта карта может свидетельствовать о том, что есть важная женщина в вашей жизни, которую вы испытываете, как и эмоциональное притяжение, так и физическое влечение. Для всех из вас переведем эта карта силы, как и карта мага, поэтому я говорю, это где-то ваша карта, когда да,
Дипломатия – это наше все, потому что дипломатия буквально помогает. Но дипломатия направлена в отношении вас самих в первую очередь, потому что эго, оно будет рваться наружу. Это правда, захочется поступить по-своему. Или не захочется отойти от старого прежнего шаблона, а мы уже с вами об этом говорили. Не захочется дважды. Карта Солнца – это тоже где-то карта нашего эго. И по карте сила вот этот лев, мы его в самом себе в первую очередь должны причесать. А льву нравится, когда мы его по шерсти гладим. А может быть, ситуация, как раз нам говорят, требует каких-то новых методов. Мы к этому не привыкли. И наш внутренний лев может это ощущать, словно мы его против шерсти гладим. Поэтому может не соглашаться. И тем не менее, ничего не происходит. Просто так. Поэтому где-то согласиться на то, что жизнь не бывает полностью предсказуема, и провзаимодействовать со всем тем, что приходит или дарит вам Вселенная в вашу жизнь. У вас достаточно сил, как и эмоциональных, как и проведения вашей интуиции, так и физической формы, мои дорогие скорпионы, на февраль месяц, чтобы изменить свою жизнь в сторону Солнца. Причем сделать это в разных сферах жизни, как и на сферу ваших достижений, так и на личную жизнь, так и подвести к итогу какую-то историю, которая тянется, может быть, какой-то период времени, или совершить какой-то важный переезд, принять важное решение. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.